Всем привет! Меня зовут Таня. Рада приветствовать вас на своем канале Шьем с Таней. Сегодня будем с вами шить супер простые, легкие, воздушные и летние штаны. Без выкройки, что немаловажно. Ну что ж, приступаем к работе. Я буду шить штаны из ткани под названием масло. Вот такой вот расцветки. Также подойдут любые другие трикотажные ткани. Можно взять, допустим, кулирную гладь. Будут легенькие, также симпатичные штаны. Ширина данной ткани 160 сантиметров. Этого вполне хватит для штанов. Значит, буду шить на обхват бедер 104 сантиметра. Если обхват бедер у вас меньше, то в принципе можно взять ширину ткани 150 сантиметров. Если больше, то есть вот до 100, примерно до 108 сантиметров вот этой ширины 160 сантиметров хватит. Если больше, тогда нужно брать больше. Допустим, ткань шириной 180-170 сантиметров. Короче говоря, чем шире вы возьмете ткань, тем более такой свободный крой у ваших штанишек получится. Можно также, если сильно не хотите, скажем так, заморачиваться, дополнительно высчитать необходимую ширину ткани для конкретно ваших бедер. Можно обхват бедер приплюсовать к нему 50-55 сантиметров. Это будет дополнительное. То есть как раз, как я и говорила, если обхват бедер, допустим, у вас 108 сантиметров, прибавляем к нему 50, получается 158 сантиметров должна быть ширина ткани. Думаю, с этим все понятно, проблем возникнуть не должно. Теперь определяемся с длиной штанов. Берем сантиметровую ленту, прикладываем к талии, опускаемся вниз до самого края, где у нас будут заканчиваться наши штаны, скажем так. Все, сняли эту мерочку. У всех она, естественно, разная. У меня допустим, это будет край, она 110 сантиметров. 110. Плюс снизу на подгибку, допустим, здесь на штанине подгибка, добавляем 3 сантиметра и плюс сверху на пояс, то есть сантиметр подворачиваем, и потом еще на ширину резинки. У меня будет здесь сантиметр и плюс еще 3 сантиметра резинка, то есть всего еще плюс 4 сантиметра. Таким образом получается 117 сантиметров. Итак, ткань у меня сложена вдвое. Сюда вниз я отложила 117 сантиметров. Сейчас я это вырезаю, и получится у меня большой такой прямоугольник. Теперь измеряем высоту сидения. Это делается следующим образом. Садимся на какую-то плоскую поверхность, на какую-то табуреточку, и прикладываем либо сантиметровую ленту, либо линеечку сзади, то есть от талии, где у нас будет резинка наших брюк, до упора, скажем, до табуретки, на которой мы сидим. После к этому значению, кстати, у меня высота получилась сидения 29 сантиметров. Добавляем обязательно 3 сантиметра. Это на свободу облегания, скажем так. И плюс добавляем столько сантиметров, сколько мы закладывали изначально на сам пояс. У меня это, как вы помните, 4 сантиметра. Сама уже забыла. 4 сантиметра. Сантиметр на подгибку и еще 3 сантиметра на резинку. И таким образом получается у меня 29 плюс 3, получается 32, это вместе со свободой облегания. И плюс 4 сантиметра добавляем для резинки, получается 36 сантиметров. Теперь с одного из краев, где определяемся, где будет верх изделия, здесь верх, здесь пояс, откладываем в эту сторону. Здесь, кстати, сгиб, линия сгиба, там свободный край, сложно вдвое. Откладываем сюда вниз, это полученное значение 36 сантиметров. Все, я все соединила прямой линией, эту полосочку. И теперь с одной стороны, где у нас, видите, здесь такой свободный срезанный край, мы откладываем по 5-6 сантиметров, в зависимости, скажем так, от полноты, на кого вы шьете. То есть здесь 5 сантиметров откладываем, проводим линию. И с этой стороны, где линия сгиба у нас идет, мы откладываем сюда к центру 10-12 сантиметров. Опять же, если вы шьете вообще на худенькую девочку, то можно взять даже 8 сантиметров. Если шьете среднюю 10 сантиметров, на полненького, то 12 сантиметров. Так, я соединила с одной стороны
такой прямоугольничек получился. И вот с другой стороны тоже такой прямоугольник. Так как я шью из одного цельного полотна, поэтому, я повторюсь, у меня здесь со сгибом, но попозже мы его разрежем, или можно даже сейчас разрезать его. Просто кто-то может шить из двух полотен, кому как удобней. Вот, просто я сейчас его на данном этапе не разрезаю, чтобы он не скользил, не разъезжался, чтобы было удобнее просто здесь все выкраивать, рассчитывать. А чуть позже просто разрежем вот так вот вдоль все полотно. Теперь там, где мы отложили побольше, где-то 10 сантиметров, 10 или 12, мы сюда вот к центру откладываем от 5 до 8 сантиметров сюда по диагонали. Но это все, опять же говорю, зависит от полноты, на кого вы шьете. Откладываем сюда, ставим точку и после находим здесь серединку, то есть 36 делим на 2. И вот так вот плавно соединяем. Ну, так же, как мы с вами шили до этого шортики и все остальное. Вот так вот плавно проводим линию. Итак, вот так вот соединяем. Вот я здесь отметила ровно серединку, у меня получилось здесь 18 сантиметров. Вот так вот ведем. Так, это слишком. Хорошо, что маркер смывается. Сейчас бы надела тут дел разных. Ну, вот так примерно. Сейчас еще немножко здесь закруглю. Вот так вот. Так, дальше. Здесь сюда в сторону откладываем 1-3 сантиметра. Опять же, все зависит от ваших мерок. Я здесь на глаз вот 1,5 сантиметра отложу. И вот так вот соединю вот с этой точкой. Переходим к этому меньшему прямоугольнику. Здесь тоже по диагонали откладываем примерно 2-3 сантиметра. Я тут даже на глаз буду делать. Здесь прямоугольничек маленький. Также проводим плавную такую линию. И сюда тоже к центру откладываем 1-3 сантиметра. И также соединяем. Вот так и повели. То есть можно даже сразу это сделать. Вот так, допустим. Сюда. Проводим такую линию. И далее, кстати, можно вот так даже сразу сделать ровненько. Вот так. И вот тут скругляем. И вот что у нас получилось. Так, вот посмотрите, что у нас получилось. Решила показать немножко с другого ракурса, чтобы, возможно, было понятнее, наглядней. Вот это у нас задняя половинка, видите, она такая более вытянутая. И вот это передняя половинка наших будущих штанов. Теперь остался последний штрих, оформить здесь верх. Как известно, всегда в задней половинке всегда пояс выше, чем в передней. Поэтому сейчас переходим обратно сюда, чтобы было виднее. Находим здесь 5 сантиметров. Сюда спускаемся на 5 сантиметров. Ну, сейчас я вам покажу поближе. Вот смотрите, отмечаем здесь 5 сантиметров. Ставим такую точечку жирненькую. И теперь от этой точки нам нужно провести вот сюда прямую линию. То есть берем сантиметр, или если у вас есть хорошая плоская линеечка, вот так вот откладываем, полностью проводим линию. Все, вот эта линия проведена от начала до конца. Надеюсь, вам все хорошо видно, все понятно. Если вдруг что-то не ясно, задавайте ваши вопросы в комментариях. И теперь все здесь вырезаем, выкраиваем. Наша, то есть выкройка, все полностью готово. И также сразу сейчас на данном этапе разрезаем вот эту вот линию сгиба пополам. Можно шить сразу из двух кусочков, особенно там, если ширины не хватает. Можно шить из разных цветов. То есть, ну, это все как вот вам хочется, как фантазия у вас работает. Все, я сейчас просто здесь разрезаю посерединочке и вот так вот по всем этим вот меточкам раскраиваю. Сейчас покажу уже, что у меня получится, две половинки эти. Итак, вот что получилось. Обе детали сложены лицом к лицу. Здесь я зафиксировала все булавочками с одной и со второй стороны. И прокладываем строчки. Лучше всего это сделать, конечно же, если у вас имеется оверлок. Если нет оверлока, то тогда на обычной швейной машинке, но используя иглы для трикотажа,
И, конечно же, шьем на какими-нибудь эластичными строчками. Это может быть зигзаг, прерывистый зигзаг. Также, возможно, в вашей машинке имеется оверлочная строчка. Это вообще будет идеально тоже. Поэтому берем и вот так вот прокладываем строчку одну до изгиба. И здесь также вот сюда вот до окончания изгиба. Готово. Вот я проложила строчки на оверлоке. И теперь делаем следующее. Совмещаем здесь швы так посерединке. Сейчас я вам покажу. Попонятней будет. Вот так вот. Вот таким образом. И здесь совмещаем тоже вот швы. То есть это шаговый шов. Фиксируем булавочкой. Вот так. Или иголочками. Можно наметать, приметать. Вот. И прокладываем строчки. Совмещая здесь тоже, естественно, вот край. Точнее, низ брюк. Вот так вот полностью прокладываем одну сплошную строчку. Вы посмотрите на эту красоту. Штаны у нас уже практически готовы. Сразу вот видно, где у нас перед изделия, где спинка, она выше. Вот здесь все также у нас очень красиво и аккуратненько. Теперь можно обработать низ, можно обработать верх, ставить резиночку, как вам удобней. Значит, низ мы подворачиваем на сантиметр и потом еще раз на 2 сантиметра прокладываем строчку. Если есть распашивалка, то достаточно подвернуть сразу там на необходимую ширину, там 3-4 сантиметра, и прошиваем по кругу. Значит, верх штанов я буду делать следующим образом. Я буду делать кулисочку на 1 сантиметр подворачиваю, после вот так вот на 3 сантиметра на ширину резинки. И полностью прошиваю по кругу. После вставляю сюда резиночку. Значит, длина резинки. Прикладываем к себе резинку, так как они все разные, которую выбрали для пояса. Натягиваем до максимально комфортного нам состояния, чтобы резиночка не была слишком слабой. Также, чтобы сильно не передавливала. Но обычно это примерно, вот, судя по моим резинкам, как я шью, это примерно обхват талии минус 3-4 сантиметра. Вот, плюс-минус. Поэтому, если талия у вас, допустим, 75 сантиметров, вычитаем, отнимаем от этого значения там 3 сантиметра, то есть длина резинки 72 сантиметра. Но это все индивидуально, так что сами замеряйте себя и вставляйте резиночку, которая подходит именно вам. Ну все, в принципе, на этом я не буду заострять внимание. Объяснила все, как делать. Здесь все просто. Сейчас я обработаю низ, вставлю резиночку в кулиску и уже покажу вам конечный результат. Штанишки сейчас получаются такие широкие, видите, ну потому что они у нас, как можно сказать, юбка-штаны, такие широкие, длинные и очень удобные. Все, сейчас сделаю эти все манипуляции и покажу вам уже мои штаны. Ну все, мои дорогие зрители, мои штаны полностью готовы. Верх я здесь обработала на распашивальной машинке, сделала кулиску с помощью распашивалки. Низ также обработала на распашивальной машинке. Вот такие они получились. Сейчас я вам постараюсь показать их поближе, со всех ракурсов, чтобы было виднее и понятнее. Но я очень довольна результатом. Штаны получились действительно такие легкие, воздушные, прямые, свободные. Ну, для лета самое то. Видите, прям такие, как штаны-юбка или юбка-брюки. Ну, очень классные. Надеюсь на ваши пальчики вверх за мои старания, если вам понравился этот мастер-класс. Шейте и носите их с удовольствием.